Июля в Карачаево-Черкесской республике, в самом сердце города, открылся первый Кавказский форум российской молодежи. Это не просто знаковое событие в российской политике, это новый этап в развитии действительно гражданского демократического общества. Мы устали выживать в мире, где люди разделены по национальным признакам, по физическим особенностям, по социальным стратам. И поэтому сегодня все те, кто хочет жить в новой России, жить в новом будущем, должны сами искать о своих проблемах, должны сами научиться решать эти проблемы. Молодые представители из более чем 30 регионов России и всех уголков Кавказа собрались в живописном месте Домбай. Месте, где сочинял свои стихи Владимир Семенович Высоцкий, чтобы доказать, что они способны создать новый мир, способны договариваться друг с другом, способны создать новую Россию, где не будет этнических конфликтов, насилия, национальных войн. Мир, в котором люди будут договариваться на основе диалога, мир, в котором молодежь сама будет решать, как ей жить. Добро пожаловать в Домбай! Собрать такое количество людей, привести и организовать их работу стало возможным благодаря поддержке аппарата полпредства Северокавказского федерального округа, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, администрации президента Карачаево-Черкесии. На открытии Кавказского форума российской молодежи президент Карачаево-Черкесской республики Борис Абзеев, подчеркнув важность такого мероприятия, заметил, что Кавказ сам должен начать решать эти проблемы, потому что именно по Кавказу больнее всего ударил терроризм, экстремизм, безработица, разруха, экономическая нестабильность в нашей стране. Я хочу, мои дорогие друзья, сердечно приветствовать вас, сказать добро пожаловать в Карачаево-Черкесию, добро пожаловать в отдельный уголок и нашей республики, и Отечества нашего. И вот в подобной ситуации, глядя на вас, и уважаемый Жасламбек сказал, что здесь это и кавказцы, что и за пределами Кавказа другие субъекты Российской Федерации, Центральная Россия, Закавказье, наши братья из Абхазии. И, может быть, в этой ситуации особенно хорошо сознаешь маленький, казалось бы, клочочек земли, земли российской, земли Карачаево-Черкесской. Может быть, особенно в окружении этих величественных гор, этой замечательной природы сознаешь. Да, нас много и мы разные, но Россия у нас одна. У нас одна Карачаево-Черкесия, у нас одна Чеченская республика, одна Калужская область, и все они являются неотъемлемыми составными частями того великого государства, имя которому испокон веку Россия. Я хотел бы, мои дорогие друзья, сказать о том, что я надеюсь, состав участников будет расширяться. Будет расширяться, и сюда будут приезжать молодые люди со всех уголков Отечества нашего. Я очень хотел бы, дорогие друзья, чтобы Домбай был для вас родным домом. Именно поэтому я говорю, форуму быть. Быть и в 11-м, и в 12-м, и так далее годах. Открывая форум, председатель Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев обозначил те цели, которые являются приоритетными в работе данного мероприятия. Это создание Кавказской школы лидеров, которая смогла бы в будущем стать кузницей кадров для регионов СКФО, запуск новых социальных, образовательных, общественных и просветительских проектов в регионах Южного федерального округа, увеличение эффективности деятельности молодежных объединений, укрепление общегражданской идентичности в кавказской молодежной среде, улучшение образа Кавказа и кавказцев, создание партнерских отношений между различными российскими объединениями. Вы представляете это великое общество, которое в последующем должна объединять все наши народы на
позитивное развитие нашей страны. И в первую очередь мы, когда говорим о проблемах, мы говорим о проблемах и на Северном Кавказе, но мы не отделяем их от проблем в целом по России. Дело в том, что те центробежные силы, которые в свое время развалили Советский Союз и больно ударили по всем нашим народам, они особенно остро и жестко отразились на народах Кавказа. Как никто другой, мы поняли цену жизни, мы увидели кровь, мы увидели страдания, мы увидели великие беды. И мы не хотим, чтобы это повторилось ни в одном уголке Российской Федерации. Всего на форуме образовалось 7 интернациональных команд, имеющих в своем составе ряд инициативных подгрупп. Задача каждой команды, каждой подгруппы – выявить, изучить, разработать и предложить решение одной из многочисленных проблем Северного Кавказа и России в целом. Молодые ребята и девушки, студенты и аспиранты российских вузов, эксперты и аналитики из коммерческих организаций в течение недели должны составить свои программы по вопросам семьи и брака, межэтнических отношений в северокавказских республиках и в крупных городах Центральной России, месте и роли России в современном мире, роли Кавказа для России, проблемы экономического развития региона и преодоления последствий локальных конфликтов и их предупреждение в будущем. Кавказом занимаются все, кому не лень. Все. Вот за эти годы я видел это и ужасался каждый раз, когда кто-нибудь выезжал на Кавказ. Потому что еще в прошлом веке, еще позапрошлом веке было написано одним из, сейчас полпред называется, раньше наместник был, правильно, да? Наместник царя, когда он пришел, Борятинский, он сказал: страшное незнание Кавказа. И, конечно же, за эти 200 лет мы продвинулись не очень много. Особенно после развала Советского Союза многое, на чем основывалось вообще кавказское сообщество, все это тоже потихонечку начало разрушаться. И нас начали преследовать самого разного рода трагедии. Один английский ученый сказал, что в России только коммунистам удалось стабилизировать более или менее обстановку на Кавказе, и это они сделали руками кавказских коммунистов. То есть он очень только намекнул, что, как и Борятинский об этом говорил неоднократно, как об этом говорят и другие специалисты, без доверия к Кавказу и кавказцам, конечно, проекты не будут удачно идти на Кавказе. И следующее, то, что вы здесь предлагали, вы понимаете, арабские страны это хорошо, Россия лучше, но Кавказ это наш дом. Прежде всего надо навести порядок в своем собственном доме. И мы тоже, вот те люди, которые оказываются в Москве, где-то в России, они часто тоже выходят с рекомендациями на Кавказ, зачастую критикуют власти, которые здесь есть. Это тоже не потому, что, как им кажется, что мы претендуем сюда прийти и здесь командовать. Потому что мы переживаем за своих близких, мы переживаем за свою страну, мы переживаем за своих народов. То есть это очень актуальная проблема. Поэтому прежде всего основные проекты, я думаю, что должны заниматься непосредственно кавказской действительностью, кавказским сообществом.